Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Ботания на версии 1.7.10. И сегодня я предлагаю рассмотреть еще, соответственно, линзы из эльфийских знаний, а также, что еще можно делать с маной в Ботании. Так, значит, в прошлом видео мы рассмотрели основные линзы. Теперь посмотрим, какие линзы появляются с помощью эльфийских знаний. Первое, это, соответственно, линза маны, отражатель краски. Для того, чтобы ей воспользоваться, нам предварительно нужно вот эту линзу взять и покрасить любой из 16 цветов. Вот, допустим, с помощью... допустим, давайте возьмем эту линзу и какой-нибудь краситель. Например, желтый. Кладем верстак и получаем такого желтого цвета. Дальше, соответственно, кладем, например, эту линзу на распространитель какой-нибудь. Так, и что у нас должно произойти? Так, тут написано еще раз. Значит, нужен какой-то блок, который может покраситься. То есть там может быть, например, какой-нибудь там какая-нибудь глина, да, шерсть. Вот, например, возьмем шерсть. Так, поставим сюда. Так, и давайте активируем, значит, действие. Например, возьмем бассейн. Так, раз. Теперь уберем его. И, соответственно, у нас сюда мана попадает, да, и красить такой вот блок. Ну, например, можно взять какой-нибудь распространитель маны на основе красного камня, да, там, сделать какой-нибудь пульсирующий сигнал и красить блоки таким образом. Вот. С этой точки зрения может быть интересна такая линза. Так, идем дальше. Значит, еще нам добавляется такая вот линза Warp. Вот. Но она здесь уже активно работает вместе с таким блоком, который называется у нас силовое реле. Давайте сперва про него поговорим. Вот что он делает. Такой вот блок. Значит, силовое реле, по идее, должно передавать сигнал, как бы это правильно сказать, сигнал поршня на расстоянии. Допустим, у нас вот есть блок, пусть у нас тут шерсть вот была, да, и возьмем, давайте, поршень. Так, здесь у меня есть поршень заготовленный. Я тогда возьму сейчас отсюда. Мне нужен поршень. Так, вот раз. Так, и, соответственно, рычаг. Беру, ставлю. Так, видите, да, у нас переместился. Если мы возьмем посох леса, так, и соединим вот этот вот, значит, силовое реле с этим блоком. Так, не знаю, привязался он или нет. Кстати, его можно, да, снимать Shift, правый клик посоха. Так, не знаю, привязки написано. Давайте попробуем, сработало или нет. Да, видите, то есть у меня, соответственно, я привязал вот это силовое реле к этому блоку, и при воздействии поршнем на силовое реле у нас вот этот сигнал, силовой сигнал, да, от поршня передался этому блоку. Честно, не знаю, где это можно применить, но вдруг вам это будет интересно. Так, значит, соответственно, вот этот вот распространитель, вот эта вот линза, значит, что она может дать. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Так, я, наверное, здесь заменю тогда вот такой вот, значит, красный распространитель, ну, который по сигналу красного камня будет выпускать у нас. Так, и, значит, ставим вот эту линзу. Так, если мы... Что у нас произойдет, если вот так будет? Значит, он как преграду видит, да? Если мы ставим эту линзу, по идее, он должен сквозь нее пройти. Так, хорошо. А если мы соединим блок? Ну-ка, попробуем. Ну-ка. Может быть, так получится что-нибудь интересное. Так, стоп. Да, вот если мы соединим, опять же, силовым реле такой блок, то через него вот эта мана будет проходить. Ну, достаточно странное применение, не знаю, где-то на практике можно взять, но сделать что-то полезное. Но просто факт. Такая линза. Так, едем дальше. Что у нас там? Это достаточно забавная линза. Celebratory. Значит, если мы ее поставим. Так.
Давайте возьмем, кстати, вот этот пустота маны. Вот этот блок под названием пустота маны, он просто поглощает ману в себя. То есть, если мы поставим, например, это под бассейн, да, то вот этот блок будет поглощать в себя ману. Значит, и испарять ее. Вот, если мы также здесь его на пути поставим, да. Так, тут, наверное, нужно будет... Почему он не пуляет его? Так, поставим. Потом линзу. Так, интересно, почему он не захотел это делать. Ему мешало вот это пламя. Забавно. Так, если мы теперь уберем, у нас будут пускаться вот такие вот фейерверки. Забавно. Но опять же, можно, конечно, использовать, наверное, вот этот импульсный, да. Сейчас попробуем. Может, на него будет получше. Так, опять же, какую-нибудь преграду поставим, да. Да, вот лучше такой импульсный использовать. Например, там какой-нибудь песочные часы, например, поставить, да, и с какой-то периодичностью будут такие фейерверки пуляться. Ну, достаточно интересная линза, да, если вы захотели устроить вечеринку, например. Так, вот эту вот линзу я, честно говоря, не понял ее принципа, но, судя по названию, она должна как-то менять направление движения маны. Я с ней не смог разобраться. Если вы знаете, как ей пользоваться, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, следующая линза — это флеер. Значит, вот она очень крутая с точки зрения какой-то, опять же, какого-то оформления. То есть, если вы ее, например, так вот покрасите, опять же, да, возьмете эту линзу, например, либо какой-то краситель, либо, если взять вот, опять же, жемчуг маны, вы можете его в радужный покрасить. Такая вот радужная. Дальше ставить на какой-нибудь распространитель. Вот. Ну, не знаю, кстати, я не проверял на красном распространителе. Попробуем. Ну, здесь по сигналу красного камня. Давайте просто обычный возьмем, наверное. Распространитель. Так, распространитель. Вот он. Так, давайте поставим. Вот так вот. И на него вот этот радужный сверху. О! Вот такие вот будут, соответственно, потоки маны. Причем, что интересно, он не потребляет ману. То есть это чисто декоративное такое украшение можно использовать. Вот. Вот такие прикольные огоньки. Причем разноцветные. Либо можно в определенный цвет, да, покрасить эту штуку, либо вот такую радужную сделать. И в качестве декорации использовать. Все, на этом мы все линзы рассмотрели. Так, теперь давайте еще посмотрим, какие у нас предметы взаимодействуют с маной. Чтобы завершить в целом раздел, связанный с маной в ботане. Значит, вот этот предмет я рассмотрел, да, пустота маны, который поглощает ману. Есть такой вот распределитель маны, который, соответственно, ману будет у нас распределять. Мы поставим поглотитель, да. Так, можно вот так вот, например, на бассейн здесь лучше подойдут для демонстрации. Так, вот так вот бассейн поставим. Раз, и он будет в них, соответственно. Так, только тут какую-нибудь преграду поставлю. Вот, он наполняет, соответственно, и так можно. Ну, то есть в разные стороны направлять, да. Сверху, кстати, не проверял. Ну, получается, только в сторону, да. По горизонту распределяем. Так, дальше. Так, дальше, соответственно, вот такая звезда маны, она как является индикатором. То есть, если она красная, то у нас, так, опять же, какой-нибудь, например, сделан наполнитель, да. Так, вот поставим два бассейна. Так, и распространитель. Вот, мы видим, да, у нас красным подсвечивается здесь, синим здесь, да. То есть, мы здесь уберем, вот, отсюда у нас уходит, сюда приходит. И вот как раз он как индикатор. Здесь синий, значит, у нас бассейн наполняется. Здесь красный, значит, у нас бассейн опустошается. То есть своего рода индикатор для распространения маны, точнее для бассейна, да, чтобы понимать, как у нас с бассейном дело происходит. Поглощает он ману или наоборот он ее испускает. Дальше планшет маны. Он является, соответственно, как бы переносным вариантом для распространения. Во-первых, нам нужно сперва переключить, да, с помощью, соответственно, посоха в режим. С помощью Shift, значит, правый клик, вот мы переключаем его в передачу. Так, кидаю я сюда, соответственно, этот планшет, и он себя поглощает, эту ману. Дальше можем куда-то взять. Так, наверное, какой-нибудь бассейн опять поставлю. Сюда кидаю. Так, блин. Я повсюду прямо эти распространителя кидаю сюда.
Все, и он передает эту ману сюда. Отлично. Так, у меня там большой запас, можно еще на что-нибудь. Вот, и сюда остатки навлет. Ну, то есть это возможность сделать ману переносной, да, чтобы ее куда-то передать. Так, дальше. Про искры я уже говорил, да, в прошлых видео, когда там, соответственно, мы Тарасталь делали, ставим на двумя, соответственно, какой-то поглотитель, какой-то, соответственно, источник маны, и он будет передавать. Про искры я хочу вообще отдельное видео снять, там очень интересно, есть система, связанная с искрами. Так, да, дальше мана, соответственно, РФ-преобразователь. Вот это вообще прикольная штука. То есть ману можно с помощью него превращать в РФ-энергию. Так, вот, допустим, у нас распространитель, да, мы ставим сюда. Вот, и какой-нибудь потребитель РФ-энергии, например, конденсатор, да, который накапливает. Посмотрите, у нас, соответственно, вот этот конденсатор стал накапливать РФ-энергию. Откуда она берется? Из этого блока, который преобразовывает ману в РФ-энергию. То есть, если у вас много маны, можно с помощью такого блока ее преобразовать в РФ-энергию. Вот. А РФ-энергия, например, используется там в Applied Energetics, в Ender.io и в других многих модах, типа там Thermal Expansion еще. Вот. Прикольная штука. А детектор маны, ну, он просто как бы является, значит, детектором того, что мана проходит. Вот, можно такие вот импульсы, соответственно, принимать, да, что мана у нас проходит. Вот. То есть ставим на пути маны и, допустим, как-то сигнал красного камня отсюда получать. Для своих каких-нибудь, например, там заводов. Так, дальше у нас еще осталось мана призм. Мана призм, как я понял, служит для того, чтобы, например, вот эти вот линзы, да, вот если мы какой-то сюда уже поставили, да, например, не знаю, на скорость, да. Так, на скорость, например, сюда какой-нибудь потребитель или пустоту, да. Так, поставили. Вот у нас, соответственно, сюда идет. И вот эта линза, по идее, с помощью нее можно, например, взять и покрасить опять же, да. То есть как бы накладывать эффекты линз, так скажем. Вот, допустим, возьмем и перекрасим, например, такой-то цвет. Вот, пожалуйста. Ну, то есть, чтобы накладывать эффекты линз в своем роде. Эта призма используется. Так, далее. Так, сперва, наверное, расскажу про вот эту вот Mana Tide Bellows. Она очень похожа по действию, как мне кажется, на меха из Thaumcraft. То есть, если их поставить, то у нас как бы в каком-то смысле ускорение идет, если мы правым кликом действуем. Так, надо сюда, вот так. Он должен ускорять. И что интересно, оно еще воздействует на печку. То есть, если мы, например, сейчас возьмем, соорудим такую системку. Вот, печку. Так, печка, пусть у нас, соответственно, жарит дуб. Если мы поставим такую вот штуку сюда, так, вот у нас сейчас жарко идет, да, хоп, и он ускоряет, соответственно, жар. Вообще моментально происходит, видите? Раз, хоп, сразу пожарил. И такие вот своего рода меха, да. Так, ну и наконец осталось еще здесь рассмотреть вот такую вот ману на рельсах, так скажем. То есть есть, соответственно, такая вот вагонетка и есть такая помпа. Я здесь собрал уже предварительно такую систему. Вот у меня здесь, соответственно, бесконечный бассейн с маной. Ставим сюда такую вот вагонетку, и она будет наполнять с помощью такой вот помпы. Если мы будем подавать сюда сигнал красного камня импульса. Все наполнилось. Тут у меня стоит какой-нибудь потребитель. Да, давайте бассейн с маной пустой поставим. Так, вот, вагонетка, рельсы. Так, толкаю эту вагонетку туда. Хоп, и она у меня наполнилась. Здорово. Давайте еще раз посмотрим, как это работает. Ставим, наполняем помпой. Вот, и куда-нибудь далеко, например, распространяем. Хоп. И опять же помпой у нас все откачалось. Все. Ну, на этом, пожалуй, все. Все основные фишки с маной я рассмотрел в ботане. Если что еще появится, потом как-нибудь с вами отдельно, может быть, видео еще снимем. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Делитесь видео с друзьями, в комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих сериях. Пока.